Здравствуйте, друзья! С вами Андрей и пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Сегодня мы разберем один из самых распространенных дефектов в литье пластмасс – облой. Почему он появляется, как его избежать и чем он опасен для производства. Сейчас все расскажем, но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, это важно для нас. Что такое облой? Если вы смотрите это видео, то скорее всего вы связаны с литьем под давлением и уже сталкивались с этим или слышали о таком понятии, как облой. Что же он из себя представляет? Это избыток материала, который выдавливается из формы и застывает в виде тонкой пластиковой пленки по краям изделия. Он возникает, когда расплавленный пластик проникает в мельчайшие зазоры между частями пресс-формы. Внешний вид облоя часто выглядит как тонкая полоска пластика вокруг изделия. Где чаще всего появляется облой? Обычно по линии разъема формы вокруг подвижных элементов, выталкивателей, ползунов, вентиляционных каналах, в местах недостаточным прижимом, в любых других местах, где расплавленный пластик может просочиться через небольшие щели. Иногда его можно заметить невооруженным глазом, но бывает, что дефект обнаруживается только при точных измерениях. Причина возникновения облоя. Облой не появляется просто так. Всегда есть конкретная причина. Давайте разберем три основные группы проблем. Настройка или состояние оборудования, ошибки в конструкции пресс-формы или ее износ и неправильный выбор материала. Неправильная настройка оборудования или его состояние. Избыточное давление и скорость расплава при впрыске. Хотя во время впрыска расплавленного пластика в пресс-форму требуется немаленькое давление. При установке чрезмерно высокого давления на впрыск расплавленный материал может просочиться в зазоры в пресс-формы и вызвать появление облоя. Или, воздействуя на стенки формообразующей, увеличить зазор между примыкающими поверхностями пресс-формы, куда также будет поступать расплавленный пластик, вызывая появление облоя. Представьте, что вы замесили в кастрюле тесто и использовали много дрожжей. Сверху на крышку вы положили некоторый груз. Из-за избыточного количества дрожжей тесто начинает подниматься, создавая давление, которое приподнимает крышку, и тесто вылазит наружу. То же самое происходит с пластиком. Если давление впрыска выше нормы, материал распирает половинки пресс-формы и выдавливается в образующие зазоры, образуя облой. Неправильно настроены стадии впрыска и выдержка под давлением. Обычно впрыск разделен на несколько стадий с различными давлениями и скоростями, а выдержка начинается после того, как изделие сформируется примерно на 90-95%. Если некорректно выставить давление и скорости на впрыске, выдержке и задать неправильный режим и точку перехода на выдержку, вероятность возникновения облоя повышается. Недостаточное усилие смыкания. Если давление запирания пресс-формы недостаточное, половинки формы могут размыкаться при впрыске под действием распирающего давления пластика внутри пресс-формы. Образующийся при этом зазор будет способствовать образованию облоя. Причиной этого – некорректно настроенное усилие смыкания на термопласт-автомате или неправильно подобранный термопласт-автомат по усилию смыкания под изделие. Высокая температура пресс-формы или расплава. Если температура материального цилиндра завышена, или пресс-форма не успевает охлаждаться и перегревается, пластик остается слишком текучим и проникает в микрощели. Особенно критично это для скоростного литья. Неисправности в узлах ТПА. Облой, особенно на крупногабаритных изделиях, может возникать, если на ТПА состояние узла смыкания плачевное и требует ремонта. Люфты в пальцах и втулках КРМ, натяжка колонн и параллельность подвижной и неподвижной плиты не в допусках. Все это приводит к недостаточному запиранию пресс-формы. Одна из сторон пресс-формы будет меньше запираться. Также при нестабильной работе клапана противодавления загрузки в узле впрыска каждый цикл материал при впрыске будет иметь неоднородную плотность, что может приводить к нестабильному процессу литья и приводить к возникновению облоя. Ошибки проектирования пресс-формы или ее износ. Неправильно спроектированная пресс-форма или просчеты при ее изготовлении. Слишком большие зазоры между частями формы. Даже зазор в 0,02 уже риск. Перекос прилегающих поверхностей, являющийся частью формообразующей, приводит к зазорам. Также недостаточная жесткость частей пресс-формы может приводить к возникновению зазоров при впрыске. Вентиляционные каналы вапора предназначены для выхода воздуха во время процесса впрыска, предотвращающее нарастание давления внутри пресс-формы.
Если вапора неправильно спроектированы или не прочищены, воздух оказывается в ловушке, что увеличивает внутреннее давление. Это может привести к разъединению половинок формы, что позволит расплавленному пластику вытечь и образовать облой. Со временем из-за износа формообразующих, ползунов, других элементов пресс-формы зазоры могут увеличиться. Это может происходить из-за большого срока эксплуатации пресс-формы или при ее несвоевременном ремонте и обслуживании. Несбалансированная литниковая система. Если литниковая система спроектирована без учета потоков расплава, возникает неравномерное заполнение пресс-формы, что приводит к дисбалансу давления и скорости при протекании расплавленного пластика в пресс-форме. Неправильный выбор стали пресс-формы. Мягкие стали, например, P20, быстрее изнашиваются, чем закаленные H13. Для агрессивных пластиков, таких как стеклонаполненный полиамид, нужны особо прочные сплавы. Экономия на материалы формы – прямая дорога к облою. Проблемы с материалом. Высокотемпературные пластики. Некоторые пластики, такие как ПИК, требуют очень высоких температур впрыска. При перегреве их вязкость падает, и они легко проникают в зазоры. Важно не превышать верхний порог температуры для конкретного материала. Низкая вязкость расплава, высокий ПТР. Полимеры с низкой вязкостью, например, полипропилен, текут как вода. Для них критичны малейшие зазоры. Высокая вязкость расплава, низкий ПТР. Полимеры с высокой вязкостью сложно проливаемые. На пресс-форме, не предназначенной для такого типа пластика, может возникнуть ситуация, когда некоторые гнезда или края изделия не проливаются, и при попытке пролить ее, изделие, сильно повышая давление и скорость впрыска, будет возникать облой. Неправильная подготовка материала. Влажные гранулы или примеси меняют поведение расплава. Сушка обязательна для гидроскопичных пластиков. И всегда проверяйте партию на однородность. Запомните, облой – это всегда системная ошибка. Если он появляется, проверяйте по цепочке. Настройки оборудования, состояние формы и оборудования, материал. Часто проблема решается простой регулировкой, но иногда нужна модернизация оборудования. Попробуйте ввести журнал параметров для каждой детали. Так вы быстро выявите закономерности и найдете оптимальные режимы. Последствия появления облоя. Влияние на конечный продукт. Облой – это не просто косметический дефект. Он может привести к серьезным проблемам, от увеличения себестоимости до полного брака партий. Давайте разберем, чем именно он опасен и как влияет на конечный продукт. Ухудшение внешнего вида изделий. Облой портит эстетику, делает поверхность шероховатой, оставляет задиры и острые кромки. В потребительских товарах, где важен дизайн, такой брак сразу бросается в глаза и снижает ценность продукта. Например, в производстве бытовой техники даже мелкий облой на панели управления может привести к возврату всей партии. Клиенты просто не захотят покупать товар с дефектами. Дополнительные затраты на обработку. Облой не исчезает сам, его нужно удалять, и это дополнительные трудозатраты. На некоторых производствах приходится вручную зачищать каждую деталь. А это лишние рабочие часы, покупка инструмента, ножи, шлифовальные машины, риск повредить изделие при постобработке. В итоге себестоимость растет, а рентабельность падает. Пример. На одном из заводов по производству пластиковых крышек из облоя пришлось нанять дополнительных сотрудников только для обрезки заусенцев. Это увеличило расходы на 15%. Потеря точности размеров и форм. Облой – это лишний материал, который искажает геометрию детали. Например, если облой образуется в месте соединения двух частей корпуса, они могут не состыковаться. В точной механике, шестерни, подшипники, даже 1/10 отклонения – это уже критично. Пример. В автомобилестроениях облой на пластиковых креплениях может привести к люфту деталей и посторонним шумам в салоне. Приходится либо дорабатывать брак, либо утилизировать его. Риск брака продукции. Худший сценарий, когда облой делает деталь непригодной для использования. Например, острые края могут травмировать пользователя. Игрушки, медицинские изделия. Облой в электронике приводит к замыканиям. В ответственных узлах авиации, медицины такой брак вообще недопустим. Как пример, на заводе электроники одна партия корпусов для датчиков пошла в брак из-за облоя возле контактов. В итоге убытки $50 000 и срыв сроков поставки. Как видите, облой – это не просто мелкий недочет. Он бьет по репутации, бюджету и даже безопасности. Но хорошая новость в том, что его можно предотвратить. Теперь, когда мы понимаем риски, давайте разберем лучшие способы борьбы с облоем. Методы предотвращения облоя. Профилактика. Существует несколько ключевых направлений решения этой проблемы. Настройка оборудования, улучшение конструкции пресс-формы и правильный выбор материалов.
Эти методы помогут вам сэкономить 1000 рублей на браке и постобработке. Оптимизация параметров процесса. Регулировка давления и скорости впрыска. Давление и скорость впрыска – ответственные литьевые параметры. Слишком большие, и пластик прорывается через все щели, разжимая пресс-форму и образуя облой. Слишком слабые, форма не заполняется. Золотая середина определяется экспериментально. На первых стадиях впрыска начинайте с минимальных параметров, при которых деталь заполняется почти полностью, и постепенно увеличивайте до полного заполнения детали. Замедление скорости впрыска и снижение давления на последних стадиях впрыска может снизить вероятность возникновения облоя. Корректировка настроек для стадии впрыска и выдержки под давлением. Не делать впрыск одной стадией. Использовать выдержку под давлением после впрыска. Не настраивать впрыск удержанием так, чтобы во время удержания шнек двигался и продолжал по сути впрыск. Во время удержания шнек должен совсем немного двигаться, уплотняя отливку в пресс-форме. Практический совет. Для сложных деталей применяйте многоступенчатый впрыск. Сначала по стадиям, быстрее в начале и уменьшая в конце давление и скорость. Заполняем на 90-95% отливку, затем дожимаем выдержкой на низком давлении. Регулировка запирания пресс-формы или использование другого ТПА. Одним из наиболее эффективных способов предотвращения облоя является обеспечение плотного запирания пресс-формы на протяжении всего процесса литья. Увеличение давления зажима или усилие смыкания помогает достичь этого, надежно удерживая половинки формы закрытыми даже при высоком давлении впрыска. Правильная величина давления зажима гарантирует отсутствие зазоров, через которые может вытекать расплавленный пластик, что сводит к минимуму риск образования облоя. Для изделий с большой площадью проекции, например, ведро, таз, поднос или отливок с тонкой стенкой и габаритной вытянутой формой, увеличение усилия запирания может не помочь. Решение использовать термопласт-автомат с большим усилием смыкания, улучшенное охлаждение формы и корректировка температуры расплава. Представьте, что форма – это раскаленная сковорода. Если ее не охлаждать, пластик останется жидким и полезет в щели. Проверьте. Равномерность охлаждающих каналов, термография покажет мертвые зоны. Температуру воды на входе-выходе, разница не должна превышать 5 градусов. Производительность насосов чиллера. Литров в минуту по техпаспорту. Состояние каналов охлаждения в пресс-форме. От некачественного теплоносителя стенки каналов могут засоряться, снижая эффективность охлаждения пресс-формы. Уменьшение температуры нагрева материального цилиндра в допусках для конкретного материала также снижает вероятность возникновения облоя в некоторых ситуациях. Диагностика, обслуживание и ремонтные работы на ТПА. Любое оборудование требует правильных условий эксплуатации и обслуживания. При возникновении замечаний в работе узлов термопласт-автомата необходимо провести диагностику и при необходимости техническое обслуживание и ремонтные работы. Соблюдать регламенты обслуживания оборудования. Практический совет. При литье труднопроливаемых изделий, требующих усиленного впрыска и большего усилия запирания, рекомендуется чаще производить осмотр, диагностику узла смыкания, делать работы по проверке и регулировке натяжения колонн. Улучшение конструкции пресс-формы. Уменьшение зазоров. Зазоры как открытые двери для облоя. Для большинства термопласт-автоматов допустимый зазор 2,05 мм. Проверяйте. Износ направляющих колонн, люфт более 1,1, сигнал к ремонту. Плотность прилегания плит. Используйте шипы или другие методы. Геометрию уплотнительных поверхностей. Шлифовка через каждые 50 тысяч циклов. Добавление вентиляционных каналов и их прочистка. Правильно спроектированные вентиляционные каналы обеспечивают сбалансированное давление расплава, снижая вероятность облоя. Воздух должен успевать выходить из формы. Правило вентиляции. Глубина каналов 1,03 мм. Зависит от вязкости пластика. Расположение. В конце потоков расплава. Количество. Минимум 1 канал на 50 квадратных сантиметров поверхности. Ошибка новичков. Не делайте вентиляцию в зонах высокого давления. Там облой проявится в первую очередь. Своевременное обслуживание пресс-форм. Правильно эксплуатируемая пресс-форма прослужит дольше. Плановое обслуживание, своевременный ремонт и замена изношенных элементов снизит риск возникновения таких замечаний, как облой. Использование сбалансированных путей течения расплава в пресс-форме. Достигнув более сбалансированного потока при впрыске, мы можем предотвратить локальное повышение давления внутри пресс-формы, которое часто приводит к облою. Используйте специализированные программы для анализа проливаемости изделий при проектировании пресс-формы.
Правильный выбор стали для пресс-формы. При проектировании пресс-формы закладывайте в проект марки стали для элементов пресс-формы, соответствующим желаемым срокам эксплуатации пресс-формы. Ответственные части пресс-формы, такие как формообразующие ползуны, толкатели и так далее, должны быть изготовлены из соответствующих марок сталей. Использование качественных материалов. Пластики с оптимальной текучестью. Материал должен быть не слишком жидким, но и не вязким. Для тонкостенных деталей ПЛА АБС с высокой текучестью. Для презентационных изделий ПОМ с наполнителями тальк, стекловолокно. Избегайте перегретых пластиков, их свойства непредсказуемы. Материал должен быть качественно высушен, особенно это касается гигроскопичных пластиков. Придерживайтесь рекомендаций от производителя пресс-формы по характеристикам пластика. Кейс. При замене обычного полипропилена на марку с 20% тальком облой исчез без изменения параметров литья. Запомните эту формулу успеха. Начинайте с правильных настроек машины. Инвестируйте в качественную пресс-форму. Не экономьте на материале и обеспечивайте его правильный подбор. Своевременно обслуживайте ваше оборудование. Попробуйте провести аудит по этим пунктам в своем производстве. Результат вас удивит. Облой – серьезный дефект, но его можно избежать или минимизировать, если контролировать процесс литья и вовремя обслуживать оборудование. Используйте моделирование и современные методы анализа. Это сэкономит ваши ресурсы. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Пластмассовый енот. До новых встреч! И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.